Еще раз всем доброй ночи, дорогие друзья. Сейчас хочу поговорить с вами об исторической личности царицы Нефертити. Ну, вы про нее знаете, я думаю, не понаслышке. Многие знают, слышали, читали, да, что она эталон женской красоты. Вот. Итак, давайте поговорим о ней. Кто она была на самом деле, какая была у нее судьба. Нефертити, на самом деле ее звали, именно ее исконное имя, Тадухепа. Она была принцессой страны Манна. Манна в некоторых источниках, вообще в исторических древних археологических раскопках, да, почему-то сводится к мнению, что Манна, страна Манна или Мушки, это Армения, это древняя Армения. Предположим, пускай она будет любой национальности, но сейчас мы обсуждаем именно принцессу Тадухепа. Тадухепа была, ей было 15 лет, когда она была засватана за старого 70-летнего фараона Аменхотепа. Она не хотела, плакала, но ее придворная, колдунья успокоила, сказала, что она увидела судьбу принцессы совсем иной. «Ты будешь засватана за старого, — сказала она, — но выйдешь за молодого и будешь счастлива с ним». Никто ничего не понял, но ее отправили к мужу во дворец в Египет. Итак, пока Тадухепа месяц добиралась до Египта, старый фараон Аменхотеп умер. Она уже дошла до пределов своей страны, и весть ее догнал о смерти ее жениха. Однако ее попросили все-таки приехать в Фивы, столицу Египта, для того, чтобы молодой наследник, свое почтение ей указал, с подарками отправил домой. Он, в принципе, так собирался сделать. Аменхотеп, следующий фараон, Аменхотеп IV, насколько я помню, если мне память не изменяет. Так вот, Аменхотеп IV должен был просто выказать свое уважение невесте своего усопшего отца и отправить домой. Но когда она вышла к нему навстречу, он ее увидел, он понял, что он ее больше не отпустит. Он взял ее за руки, поднялся на возвышение, показал ее народу. И народ воскликнул оттуда: «Прекрасная к нам пришла, Нефертити». Вот ее так назвали. Пришла прекрасная. Она действительно была прекрасна. У нее была фигура точеная, у нее были черты лица прямые. У нее осанка была, она была очень начитанная, умная девушка, хотя ей было 15 лет. Вот она становится женой Аменхотепа IV, его любимой женщиной, царицей Нефертити. Сколько изваяний Нефертити по Египту, их было очень много. К сожалению, после ее смерти все это было разрушено, и осталось несколько всего лишь, которые напоминают о жизни Нефертити. Находят эти изваяния без одного глаза, без левого глаза. Ученые говорят, что на самом деле в Древнем Египте нельзя было вставлять левый глаз, то есть рисовать, до смерти человека. То есть только после смерти можно было это нарисовать. Однако, если мы вернемся к источникам, и если мы вернемся к изваяниям царей, богов и сановников, почему-то у них все нормально с глазами, но вот у нее нету. Значит, вывод напрашивается, что у нее действительно не было одного глаза. Но это не помешало ей стать царицей Египта, стать знаменитой женщиной, известной, и оставить свой след в истории. Итак, они, молодые фараоны и царица, решают сделать великий переворот и откинуть касту жрецов, которая к тому времени очень обнаглела и уже требовала большие себе привилегии и практически правила за фараонов государством. Время от времени некоторые цари и императоры упраздняли власть церкви тоже, понимаете? Религия иногда
пыталась все-таки выше светской власти, тогда ее успокаивали. Начинались бунты, революции. Так поступил, например, армянский царь Пап, когда он упразднил, когда он убрал католикоса с арены, и единственное, что церковь ему не простила, значит, не смерть католикоса армян, а то, что он отобрал имущество церкви и решил выдать замуж всех дев из монастырей, чтобы они рожали детей, и нечего им там пропадать, просто так сидеть. Вот. И это вызвало огромный страшный гнев церковных властей, поскольку многие женщины были заточены в эти монастыри насильно, можно сказать. Насильно. Вот они захотели, полюбили кого-то, отец наказал в монастырь. Или там брат в монастырь, знаете, или муж решил жену в монастырь жениться по новой. Все. А поскольку он их отпускал, конечно, это был большой урон для церкви. Ну вот, вернемся теперь в Египет. Вот в Египте примерно таким же образом, значит, действовал молодой фараон Аменхотеп. Он убрал, значит, культ Амон-Ра. Его имя даже означает Амон-Хотеп, то есть покорный Амону. И, значит, ввел новый культ солнца Атона. И назвал себя Эхнатон, слуга Атона. Это вызвало ужасающее, значит, негодование, очень страшные бунты. Но некоторое время фараон со своей молодой женой правили очень удачно, до тех пор, пока не начали их предавать самые близкие придворные. В конце концов, их власть очень плачевно закончилась. Значит, фараон был отравлен, она была отправлена в ссылку, и после ее следы затерялись в истории. Больше о ней мы не знаем. Но мы знаем много иного. Мы знаем о том, что у Эхнатона был огромный гарем. Но почему-то он любил только эту женщину и только ей доверял самые свои секреты. Со временем Эхнатон женится на своей сестре. Вот. Потом женится на своей дочери Нефертари. В то время на Востоке это была традиция, и это не возбранялось, это было нормально. Однако, сколько бы ни было в постели женщины Эхнатона, единственным его другом остается царица Нефертити, которая правит страной практически вместо него, которая мудро управляет гаремом и которому подчиняются все женщины. Вот почему так происходит? Почему ни Нефертари, ни та же в истории известная как Хавса или Хапса, женщина, да, никто из них не оставил свой след, оставил Нефертари. Ой, Нефертити, извиняюсь. Потому что для мужчины не столь важно сексуальное наслаждение, сколько дружба, понимаете, друг. Она была другом. Естественно, она состарилась, естественно, физиологически сдала. И даже есть изваяние ее старости. Вот что очень мало известно, но можете пробить в Яндексе Нефертити в старости. И там полностью все отклонения ее физиологии, почему-то он решил это сделать. Но зачем он решил, я объясню. Может, кто-то это решит, что он хотел ее оскорбить, ничуть. Он хотел ей показать, что даже старым, даже в таком состоянии, когда она родила детей, когда у нее уже был живот, когда у нее уже не было той точеной фигурки, которая была при встрече с ним, да, несмотря на это, он хочет видеть ее вот в обнаженном виде, и он хочет ей любоваться, и он приказал поставить это изваяние у себя в спальне. Вот вы представляете, приходит другая женщина на ночь, да, к царю, к фараону Эхнатону, а там изваяние его голой жены. О чем она думает, скажите, пожалуйста, и о чем хочет он сказать? Она думает, что он допускает меня только до постели и не дальше. Я для него не буду Нефертити никогда. И он хочет говорить ей: вот ты видишь ее изваяние некрасивой, старой уже потерявшей практически свою красоту, моей жены. Ты не будешь выше нее все равно. Поэтому ни о чем не думай. Она здесь стоит, не ты. Ты вот молодая красавица, но она уже не молодая женщина, но ее изваяние обнаженное я смотрю, любуюсь, вот это мое, а ты просто временно. Понимаете, в чем дело?
То есть женщины, которые прибегают к пластической хирургии, которые пытаются стать красивыми, которые пытаются сделать грудь, не знаю, что еще там и так далее. Знайте одно, что мужчина, если он любит, если вы ему близки духом, то он вас будет любить даже не красивое ваше тело, даже тело с, может быть, ожогами, с ранами, с какими-то старыми, там, не зажившимися шрамами, неважно. Но это тело им будет дороже, чем та красавица, которая вся расфуфыренная, если он вас любит, если он вас видит друга. Понимаете? Вот любовь не зависит вообще от красоты. Я это уже поняла. И мы любим не за красоту, и нас любят не за красоту. За красоту нас любят 18-19 лет, но после 30 и мужчине, и женщине нужно нечто большее, чем просто сексуальность, красота и страсть. Так вот, Нефертити становится единственной хранительницей его тайн. Она сама выбирает ему женщин, она сама приводит их в спальню мужа. Почему это происходит? Может, кто-то скажет, что она ненормальная, да? Нет. А вы слышали такую поговорку, да? Друзей держи близко, а врагов еще ближе. Она хочет контролировать ситуацию, она хочет знать, кто будет схож к ее мужу. То есть она сама, она не дает ему опомниться, очухаться, она ему сует и пихает женщин, чтобы он сам вдруг никого не выбрал извне левого, да? Это все свои. Сестра, дочка, там еще кто-нибудь. Это все свое, все бабье царство, которое управляет царем. Почему-то у нас мужчины думают, что они там, знаете, в этом бабьем царстве все знает, все разумеет. На самом деле хозяин дома узнает последним все новости, пока это все не разжевывается, не перемалывается женщинами. Итак, она родила ему 4 детей. Про сыновей неизвестно, есть 4 дочери. По реконструкции черепа видно, что дочери были очень красивые и очень миловидные, только одна из них была похожа на своего отца. У них там, у фараона Эхнатона, какая-то, знаете, необычная аномальная болезнь конечностей. Он был очень похож на какой-то инопланетянин. И отсюда вот эти все журналюги и все эти искатели дешевых сенсаций, великие историки, которые там говорят, что не было там Золотого ордена на Руси, был какой-то орден Ленина, и перепутали с орденом. Знаете, вот этот идиотизм читаешь, думаешь, эти люди вообще, у них мозги есть, они вот ради того, чтобы заработать деньги, да, они готовы на всякое вот грязные вот чушь вот просто выпускать, не понимая, что это очень страшная вещь. Они путают молодое поколение, и вот это их дешевые вот эти лживые книжонки, они же путают мозг людям, то есть они урон наносят. Это же не исторические факты, ничего. То же самое, значит, было сказано, что вот Эхнатон, значит, был инопланетянин, поэтому был такой. На самом деле это объясняется очень просто и легко профессорами. У него была такая аномальная болезнь конечности. Не помню, как она называлась, поэтому он выглядел как-то необычно. У него было длинное лицо, очень длинные, то есть разбросаны такие непонятные руки, длинные пальцы. У наших знаменитостей тоже так встречается среди актеров. Хорошо подумайте, увидите, с длинным лицом, длинными долговязыми руками. Это определенная аномалия в анатомии человека, который даже сейчас встречается. Да? Просто мы не все знаем этих людей прямо в лицо, чтобы указать, сказать, вот это как Эхнатон. Так вот, какой вывод можем сделать, исходя из исторического, значит, исторической личности этой женщины? Многие женщины мира в данный момент, да, многие женщины, если вы вспомните, например, ту же самую шейха Моза, которая на самом деле абсолютно не красавица, но она так переделала себя, все сделала и своего мужа под каблук как кинула. У него до нее было 2 женщины, 8 сыновей, а он почему-то сделал ее сына верхним, главным, да, и наследником, отказался в его пользу при жизни, отошел в сторону, и она там управляет. Вот она, Нефертити. Та, которая во всем была настолько близка со своим мужем, что несмотря на то, сколько бы у него не было женщин и жен, она будет всегда главной. Вот поэтому запомните, у мужчины в крови вот это вот искание женщин вне. Если вы будете мудрее, вы будете главные, понимаете?
вы будете руководить этим балом, и он будет ваш с ног до головы. Много таких примеров именно Нефертити, даже в современном мире. Женщина, которая спокойно смотрит на жен мужа, это не значит, что она не любит своего мужа, не ревнует. Она понимает, что ревностью, криками и рванием волос на себе, да, она ничего не решит. Она спокойно смиряется, но она становится для него воздухом, понимаете, без которого он дышать не может. И поэтому всегда изваяние некрасивой, уже потерявшей красоты Нефертити, стояла в спальне Эхнатона, который говорил всем женщинам, без слов объясняя, что вот она уже не красавица, дороже вас всех. Поэтому вы будете приходить и уходить, а любоваться я буду на нее. На ту самую Нефертити, которая, может быть, уже некрасива, но она моя, и я ее помню красавицей. Запомнили? Это очень, как вам сказать, это такая нежная история любви. Это есть настоящая любовь. Сейчас кто-нибудь скажет, да если бы он любил, да он бы там женщин. Поймите одну вещь, женщины, уважаемые, дорогие, хорошие дамы, там девушки, мадамки, не знаю кто. Запомните одну вещь. Мужчина так создан, он ищет еще что-нибудь. И если вы становитесь для него Нефертити, он будет вами любоваться, он будет молиться на вас, даже не на красавицу, даже на уже стареющую женщину, уже теряющую свою свежесть и красоту. Понимаете, и вы никогда не будете ниже других, вы будете всегда выше, если вы Нефертити. Запомнили? Вот такой будьте, мудрее. Смотрите на мужские измены, на глупости мужей вот так вот. Ничего не вижу, ничего не знаю, но все контролирую. Спокойной ночи.